Я оглянусь, нет тебя, ночью проснусь, нет тебя. Время сводит мосты над Невой, но приходишь не ты, а белая ночь без тебя, словно зимняя ночь без огня. Кто-то случайно где-то встречает тебя, кто-то случайно где-то встречает тебя. Время летит, где же ты? Сердце щемит, где же ты? Сколько надо прожить, пережить, чтоб тобой дорожить. А белая ночь без тебя, словно зимняя ночь без огня. Кто-то случайно где-то встречает тебя, кто-то случайно где-то встречает тебя. Ты не придешь, я приду, ты не найдешь, я найду где-то в мире твой след. Вижу я, он как утренний свет, а белая ночь без тебя, словно зимняя ночь без огня. Нет, не случайно счастье, я встречу тебя. Нет, не случайно счастье, я встречу тебя. Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, хорошей, доброй песни. И сегодня, как прежде, в эфире передача «Искры камина». Здравствуйте. И в гости к нам сегодня приехала из Кыштыма известная исполнительница в Челябинской области Наташа Ренева. Наташа, начнем сначала. Вот как ты пришла к музыке, и вот такие совершенно разные инструменты, и конструктивно разные, и вот по исполнению, и по один струнный инструмент, другой клавишный инструмент. Вот как это в тебе совмещается? Как ты к этому пришла? Как я пришла к музыке, значит, это детство. В детстве, в садике, стоял рояль в спальне. А меня в садик отдали в 4 месяца. Мама работала на заводе. И вот я рядом с этим роялем жила, любовалась на эти клавиши, научилась ходить, дошла до этих клавиш. Ну, и, видимо, там и началось мое музыкальное развитие. Вот. Очень любила я петь. Моя самая первая песня «Ой, цветет калина». Вот. А родители какое-то отношение к музыке имели? У меня и бабушка поет, и мама, и все, и тети, и дяди, все любят музыку, вот все поют. Отец играл на баяне, вот, самоучка. Вот. И мама, ну, значит, приехала... это дело не в том рояле, а это дело все-таки в генах, в родителях. Угадали. Это вы угадали. И в детстве заметили, что я чисто вывожу мелодию, пою. И, в общем-то, как-то сразу определилась. Мама у меня тоже в самодеятельности участвовала, она всю жизнь мечтала на сцене. Но она свою мечту во мне воплотила. Она сделала все в этой жизни, чтобы я связала свою профессию с музыкой. Ну, просто вот все сделала для этого. То есть они не возражали, да, что, Наташа, зачем тебе это надо? Меня мама воспитывала одна, растила, и это была ее просто мечта, что моя дочь должна быть на сцене, понимаете? Она жизнь на это свою отдала. Вот, да. А вот до музыкального образования ты вот в школьные годы ты уже чем-то занималась? Гитару брала в руки? Меня отдали в музыкальную школу по классу аккордеону. Угу. Я закончила, и потом еще до поступления в Челябинский колледж у меня оставался 1 год. Вот. Чтобы этот год не потерять просто, в общем-то, я пошла в Дом пионеров. Там ансамбль играл. Вот. Ансамбль эстрада 80-е годы. Это вокально-инструментальный. Вокально-инструментальный. Тогда эстрада расцвет тогда, самый был, да, советской эстрады. Ну как же, все, я взялась за гитару. И, в общем-то, я любительски, вот годик сколько могла, 3 аккорда освоила, приехала в Челябинск, поступила здесь, значит, на аккордеон. А в общежитии, если ты даже 3 аккорда знаешь, студентам этого достаточно. Вот. Но когда уважаемый человек. Все, без гитары, бессонные ночи, но с гитарой. Все. И вот потом почувствовала я, что 3 аккордов, видимо, маловато для жизни. Я вот заметил, мало берете песен с какой-то фонограммой, с какими-то, в основном поете свои
аккомпанируя гитара, там, аккордеон, живое исполнение. Очень да? люблю, Предпочтение да. вот такому исполнению. Да, очень люблю живой звук, потому что у меня есть возможность своей душой руководить здесь. Если я захотела, я приостановилась, я вздохнула, передать мои чувства я могу только вот в живом исполнении полностью. Я думаю, вот телезритель ждет в вашем исполнении какую-нибудь песню, тем более, что они вас любят, знают. Виталий Абрамович Вольфович вас представил широкой публике, мы все это знаем, и на концертах, на ваших концертах зритель просто, вот полный зал, они затихают и слушают. Кстати, мне очень нравится зритель и в Челябинске, и в Кыштыме. Ой, вы знаете, действительно, вот муха пролетит, тишина слышно, да, вот так внимательно слушают, они меня прям поддерживают, я чувствую поддержку зрителя, чувствую, ощущаю это прям смотря какая энергетически. песня, они могут и дробца отдать, Наташа, спой что-нибудь. Ну, я спою тогда романс, современный романс, не старинный, а именно современный. «Как я тебя ждала». Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, как в тишине звала и как боялась встречи, дом вьюга замела и в окна бился ветер. Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, и в этой белой мгле мне так хотелось верить, что счастье на земле Бог каждому отмерит, и капелька тепла нас ото льда излечит. Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер. Жаль, что любовь мудрей лишь с опытом утраты, но в суматохе дней мы этой болью святы. Дом вьюга замела и в окна бился ветер. Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер. Прекрасно исполнение. Ну, романс, наверное, это у вас короночка, да? Не знаю. Всегда Вот с удовольствием. Я вот слушаю романсовые Если песни. мне что-то понравится, это короночка. У Да, меня сама да. душа вот она выдает, и ничего не поделаешь. Наташа не поделаешь. получила образование музыкальное, и вот по этой специальности ты стала работать после колледжа. Ну, меня в Троицкий район направили по распределению. Как положено, 3 года мы отрабатываем. Вот. Ну, а потом я там еще задержалась лет на 10. Там школу музыкальную построили вот в селе Ясные Поляны. Вот. Но перестройка, времена, все перестроили, и, в принципе, пришлось там оставить хорошее Преподавательской село. деятельностью занималась? Да, я преподаватель по классу аккордеона, но если у меня гитара в руках, значит и в клуб я тоже и с аккордеоном, и с гитарой. И вот у меня в Кыштыме были рок-группы, а в селе, где я работала, в Ясных Полянах, у нас ансамбль был, и мы живым звуком, все праздники, понимаете, это так Конечно, здорово, да. Это ностальгия по тем временам, когда ансамбли да. были Да. популярны, и все танцы проводились под ансамбли. Вот все вот это я и держала в культуре.
Вот, сколько могла, сил отдавала. Молодец, Вот. молодец. Ну, поэтому вот вся жизнь музыка, музыка, музыка. Иначе я не представляю. Ну, вот сегодня аккордеон, наверное, редкость, да, на сцене. Ну, такое ощущение, что гитара, гармонь, баян, аккордеон. Женский считается, наверное, инструмент, да, мужчин как-то мало. И вот у вас здорово получается. Понимаете, под аккордеон. Аккордеон, он вот, как бы вам сказать, он со мной как член моей семьи. Вот я даже не представляю. Я была пока в декрете, у меня 2 сына, я подряд, у меня погодки, 2 декрета. И вот он у меня стоял, бедненький, в уголочке. Ну, просто некогда было. У меня была такая тоска, что я какого-то из членов семьи потеряла. Понимаете, на какое-то время потеряла. Вот, ощущение было. Ну, и все равно потом вернулась, догнала свое, что говорится, свое Ну, взяла. да. Наташа, руки чешутся написать какую-нибудь песню, текст какой-нибудь написать. Есть у тебя свои авторские произведения? Вот об этом расскажи. Мне удалось выпустить диск со своими авторскими песнями. Там все твои песни. Там 13 песен, ну почему-то вот такое количество получилось. Вот, 13 песен, все они о любви. Но я так на концерте шутила, что мужчинам не советую я их слушать. Так, вроде как с претензией маленько к мужскому населению. Вот. Но они получились в эстрадном стиле, опять же, в эстраде 80-х, 70-х, да. Но сейчас это почему-то назвали вот шансон. На радио взяли, сказали «шансон». Вот. В принципе, песни о любви, о счастье, о том, что каждая женщина... Диск называется «Женский разговор». Каждая женщина мечтает, конечно, о счастье. Поэтому я от лица всех женщин к мужчинам такой вот посыл. Лирический шансон Да, такой, да. Да Там... как ни назови песню, как стиль, но главное, чтобы от души. Песня... Да. Ну, в принципе, у меня почему-то так вот родилось и замолчала, и успокоилась. Видимо, какой-то всплеск был в душе. Потому что если в судьбе что-то случается, толчок, у меня именно вот от этого. Сердцем попереживала, что-то произошло, вот. И вот этот толчок дал написанию ход диску. Да, песня так просто не сочиняется. Да, Нужен да. толчок душевный, Да, событие поэтому... какое-то, да. Согласен. Вот. А потом у меня уже вот военную попробовала сочинить песню. Ну, дело в том, что я, когда шла поздравлять своих друзей на юбилей, там, на свадьбы, предположим, ну как пойдешь с пустыми руками? Всегда надо музыкальный подарок. И всегда что-то переделаешь, какую-то песню, где-то что-то судьбу сложишь, стихи, всегда как-то людям. Все, и в подарок всегда несешь песню. Вот. И неважно какую. Песня в подарок – это лучший подарок вообще, потому что он запоминается иногда лучше, чем что-то материальное. Правда? Вот. И гостям запоминается. Губы окаянные, думы потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь, головка забубенная. Все вы губы помните, все вы губы знаете, до чего ж вы мое сердце этим огорчаете, до чего ж вы мое сердце этим огорчаете. Позову я голубя, позову я сизого, пошлю дролечке письмо, да мы начнем все снова. Пошлю дролечке письмо, да мы начнем все снова. Губы окаянные, думы потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь, головка забубенная.
невеста его провожала. Мне счастья, родная, в пути пожелай, вернусь ли домой, неизвестно. Казак говорил ей прощай. Прощай, отвечала невеста. Прощай, отвечала невеста. Над степью зажегся печальный рассвет, Донская волна засверкала. Дарю я тебе на прощанье кисет, сама я его вышивала. Сама я его вышивала. Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою, за русскую землю сражайся. И помни про дом, про невесту свою. С победою к ним возвращайся. Победою к ним возвращайся. Наташа, вот мы уже сегодня послушали самые разнообразные песни, видим, что в твоем репертуаре это и эстрадные песни, это и вот военные песни, это и современные какие-то песни, романсы. Я знаю, что у вас в репертуаре есть еще и старинные какие-то народные песни. Вот немножко расскажите об этом. Мне очень нравятся песни старинные, потому что они выражают саму суть народа, прямо в самое сердце, в самую глубину. И они такие простые по мелодии, и при том вся боль народная там вот в песне живет. Я пела валенки, валенки, да валенки, зрители, наверное, помнят. А потом я еще одни валенки стала петь. Валенки, валенки, прячет моя маменька. Понимаете? Вот. И я работаю в профилактории с пенсионерами. Они такие шутники, они любят эти песни. И они что-нибудь да новенькое, интересненькое. Они мне однажды спели песню шуточную. Я бы ее вот нигде не услышала, если бы не вот это вот старое пенсионерское вот это вот наше поколение, самая вот эта крепкая гвардия, это самый лучший слушатель пенсионеры. Они с юмором, они с такой крепкой заточкой. И они мне еще подарили шуточную песню «Домовой». С удовольствием послушаем. С удовольствием. Колокольчики, бубенчики звенят, про любовь и про разлуку говорят. Люди женятся, а как они живут? Колокольчики, бубенчики споют. Люди женятся, а как они живут? Колокольчики, бубенчики споют. Как у нашей, у хозяйки молодой, муж был старый и потрепанный такой, растерял свое здоровье в стороне, не оставил ничего своей жене. Растерял свое здоровье в стороне, не оставил ничего своей жене. Вот однажды муж хозяйки говорит: нам с тобой, жена, разлука предстоит. Уезжаю ненадолго, на 3 дня. Не скучай и не балуй тут без меня. Уезжаю ненадолго, на 3 дня. Не скучай и не балуй тут без меня. Муж уехал и тихонько прилегла, но уснуть, конечно, сразу не смогла. А уснула, только слышит: боже мой, кто-то гладит ее нежною рукой. А уснула, только слышит: боже мой, кто-то гладит ее нежною рукой. Испугалась она на первых же порах, ничего не видит бедная в потьмах.
А он шепчет: ты не бойся, ангел мой. Не разбойник я, а добрый домовой. А он шепчет: ты не бойся, ангел мой. Не разбойник я, а добрый домовой. Так 2 вечера ходил к ней домовой, а на утро уходил к себе домой. А на 3-й отказалась, ну и что ж, домовой-то на соседа был похож. А на 3-й оказалась, ну и что ж, домовой-то на соседа был похож. Вот, мужчины, посоветую я вам: не бросайте дома ваших нежных дам. А оставил так уж жалобно не бой, если в доме заведется домовой. А оставил так уж жалобно не вой, если в доме заведется домовой. Народный юмор, он самый острый, самый точный. И, наверное, вот песни, искать песни, брать в репертуар, самое благодатное дело — это брать в народе. Надо послушать, правильно? Да. Вот много забытых песен. Часто наши артисты берут уже... Вот вчера прозвучала песня, они взяли, разучили и быстренько на эстраду. Да. А вот старые, забытые, добрые такие, традиционные песни с удовольствием слушаются любым поколением. И вы знаете, я вот думаю, что я не изменю своим привычкам и своим вкусом музыкальным никогда. Ну, я не смогу просто, понимаете? Все, что я пою, это прошло через сердце, через душу, и только потом я выношу зрителю, и вот это вот все с душой им дарю. Наташ, какие планы? Вот есть концерты сейчас у тебя какие-то? Что ты планируешь? Я даже не знаю, стоит ли открывать секреты. А почему бы не замахнуться на самого, понимаешь ли, Вильяма, понимаете, Шекспира? У меня в черновиках еще есть песни, которые я также по порыву души написала. Но пока у меня времени нет, потому что мне надо будет переезжать в Челябинск. Как говорил Виталий Абрамович, как в воду глядел. Вот. Переезжать уже, так с песней. Да, и то, что вот жизнь покажет. Идем дальше. Да, да, конечно. Ну, мы, наверное... Мы Наташу приглашаем на все наши мероприятия. Она участвует и в «Голубых огоньках», и в концертах, и в праздничных мероприятиях. Поэтому и дальше мы планируем сотрудничать с ней и будем приглашать, конечно. Спасибо. Спасибо. Пожелаем творческого долголетия и Спасибо. продолжать радовать наших всего слушателей. Самого доброго. Я хочу пожелать зрителям здоровья. И смотрите программу «Искры камина», потому что вы наши самые душевные и желанные гости. А адрес у нас очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Между нами осталась печаль, не смогли сохранить нашу нежность, только было друг друга нам жаль. Расставание как неизбежность, ты не спорил своей судьбой, принимал все как есть, верил в чудо, только мысли текли за тобой. В них нет места, и там я не буду, не грусти. Пусть останется в памяти нежность, отпусти. И поверь, в мире есть неизбежность, не грусти. Не мечтай повернуть все обратно, отпусти. Все со временем будет понятно. Я хочу, чтоб ты помнил и знал. Лишь хотелось мне счастья и ласки, чтоб желания ты угадал. По глазам, по губам без подсказки, чтоб хранил, как святое вино. Наши чувства, как искры надежды, все печали уйдут все равно. Если сердцем ты любишь, как прежде, не грусти. Пусть останется в памяти нежность, отпусти. И поверь, в мире есть неизбежность, не грусти. Не мечтай повернуть все обратно, отпусти. Все со временем будет понятно. Зря ждала я твоей теплоты.
Зря мечтала о нежности чувства, жизнь другую в мечтах видел ты. Принимал всю любовь за искусство и играл неудачей своей. Не боялся обидеть впустую, потому я не стала твоей. И к судьбе, видит Бог, не ревную, не грусти. Пусть останется в памяти нежность, отпусти. И поверь, в мире есть неизбежность, не грусти. Мечтай повернуть все обратно, отпусти. Все со временем будет понятно.